Всем привет! В этом видео речь пойдет про изготовление самодельного USB-тестера на базе Arduino. Все началось с того, что у меня сгорел еще один USB-тестер из Китая. И тогда я решил, почему бы мне не сделать свой собственный USB-тестер. К тому же все необходимые детали для этого у меня были в наличии. Изготовление я начал с принципиальной схемы. Она выглядит вот так. USB-тестер — это вольтметр, совмещенный с амперметром, а также микроконтроллер, который обрабатывает данные с вольтметра и амперметра. Вся остальная информация получается из этих данных. У меня на канале есть отдельное видео, посвященное тому, как сделать вольтметр и амперметр на базе Arduino. Сейчас на экране должны появиться ссылки на них. Раз уж я решил сделать свой собственный USB-тестер, то он должен быть чем-то лучше магазинных тестеров. Поэтому на этой схеме есть картридер. Я хочу добавить функцию записи CSV-таблиц на microSD-карту. Это позволит более подробно проанализировать на компьютере, как происходит зарядка того или иного устройства, а также построить графики. Насколько мне известно, сейчас в продаже нет USB-тестеров, которые умеют писать лог на microSD флеш-карту. Стандарты быстрой зарядки позволяют повышать напряжение до 20 вольт, а силу тока до 5 ампер. Именно на такие параметры у меня рассчитаны делители напряжения на этой схеме. 20 вольт это выше, чем максимальное напряжение питания для Arduino, поэтому я решил использовать компактный DC-DC преобразователь. Дальше я приступил к моделированию печатной платы. Про ее изготовление у меня есть отдельное видео на канале, а заодно нашел новый способ, как сделать печатные платы с помощью лазерного гравера. Сейчас на экране должна появиться ссылка на это видео. Чтобы сделать компактный корпус, нужно смоделировать все внутренние детали, из которых будет состоять конечное устройство. Вот так выглядит модель этого USB-тестера. В верхней части корпуса будет расположен LED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма. В нижней части картридер для microSD-карты. Между ними будет расположена печатная плата с блоком питания и делителями напряжения. Arduino Nano будет расположена вертикально сбоку. Сделав такую модель, становится возможным рассчитать форму корпуса. Отправляю корпус на печать. С появлением 3D принтера делать такие сложные корпуса стало гораздо проще. Печать корпуса завершена, можно приступать к сборке. Монитор и картридер прикреплю термоклеем. Это очень удобно, если термоклеем пользоваться правильно, то он будет держать детали достаточно прочно. Теперь собираю все вместе. Корпус будет держаться на винтах. Я сделал корпус так, чтобы винты прочно сжимали USB-штекер, и он сидел как влитой.
Вставляю microSD карту. Первый запуск этого устройства. Похоже, все работает как надо. Первая верхняя строчка — это напряжение, под ней сила тока. Затем потребляемая мощность в данный момент времени. Под ней емкость аккумулятора в миллиампер-час, расход энергии в милливатт-час. Второй столбик — это время зарядки, под ним сопротивление нагрузки в омах. Самая нижняя строчка — это название CSV файла, в который записывается лог. При каждом запуске создается новый CSV файл со следующим по порядку именем. Когда происходит зарядка, в этот файл записывается та же информация, что отображается на экране. Одна строчка один раз в секунду. Если тестер просто включен, а зарядка не происходит, то эта строчка не записывается. Тестер может работать и без microSD карты. В этом случае он просто не будет писать логи. Попробую через него зарядить свой смартфон и посмотреть график, на котором будет видно, как происходит Quick Charge зарядка. Красная линия на графике — это сила тока в амперах, синяя — это напряжение в вольтах, а зеленая — это мощность в ваттах. Горизонтальная ось — это время. Видно, что потребляемая мощность изменялась ступенями за счет изменения силы тока. В некоторых местах зарядное устройство и телефон не могли определиться, нужно ли понижать мощность, и периодически ее меняли. Напряжение при этом почти не менялось. В начале зарядки телефон запросил повышенное напряжение в 6 вольт, и только под конец зарядки опять начал его снижать. Проверю, насколько точно работает этот тестер с помощью мультиметра. Вначале измеряю напряжение на выходе. По показаниям USB-тестера напряжение колеблется где-то вблизи показаний вольтметра. RC-фильтры и программная корректировка уменьшили эти колебания, но полностью их не устранили. Теперь проверю, как точно определяется сила тока. В качестве нагрузки буду использовать небольшой резистор. Получился большой брутальный USB-тестер с открытой платформой. Его можно модернизировать как захочется. Вводить всякую дополнительную информацию, если это будет надо. Подробно анализировать процесс зарядки на компьютере, когда зарядка уже завершится, а не стоять над ним в процессе зарядки, чтобы не пропустить что-то интересное. Думаю, этот тестер мне послужит верой и правдой. Всякие полезные ссылки, как всегда, будут в описании под видео. А на этом пока что все. Всем спасибо за внимание, ставьте свои пальцы, подписывайтесь на канал. До свидания и до встречи в следующих видео.